Всем привет! С вами Анванави, и я у мамы инженер, потому что вместо штатива для этого видео я использовала полку, папку, телефон, две кисточки и стопку книг. Почему две кисточки? Потому что я могу, у меня их много. Итак, это видео о том, как я рисую сегодняшний рисунок для Инктобера. Кто не в курсе, Инктобер – это ежегодный челлендж, который проходит в течение октября, и суть его заключается в том, чтобы каждый день делать рисунок тушью. Ink – это тушь в переводе с английского. Для работы с тушью я выбираю более гладкую бумагу. Во-первых, потому что подготовительный рисунок проще стирать, он потом не такой заметный, не остается почти никаких следов от него, особенно если на карандаш не давить, потому что карандаш не забивается в неровности в бумаге, не приходится его оттуда ластиком выковыривать. Во-вторых, потому что тушь – это жидкость, и чтобы был не такой сильный ее расход, чтобы пореже макать перо в баночку, желательно, чтобы она не впитывалась в бумагу, а максимально ложилась на поверхность. Гладкая бумага для этого лучше всего подходит. Если у вас есть какая-нибудь глянцевая, мелованная, то попробуйте на ней, будет очень здорово. Это у меня блокнот специальный для графики, на нем так написано. И пока я технично отвлекаю вас советами, никто не заметил, как я запорола перспективу лица, которая у меня почему-то всегда получается обратная в повороте в 3/4. Ну да ладно, однажды я эту уже практически моторную привычку переломлю. Еще 100-500 миллионов тонн бумаги, изрисованные лицами в 3/4, и у меня все получится. Заодно я решила исправить немного коротковатые руки, но что-то вроде... Не сильно я исправила их. Зато посмотрите, какая получилась попа. Просто не отвлекайтесь на всякие нехорошие вещи. Смотрите на попу. Это всегда поднимает настроение. Наверное, поэтому в этом Инктобере у меня так много рисунков со всякими девушками. Вот обратите внимание, у меня шарик на пере. Если кто-то помнит, такие были игрушки Neocube назывались. Это конструктор из магнитных шариков. Это мой личный лайфхак, моя разработка. Не знаю, может, я не одна такое придумала. Сначала я просто закинула по шарику из этого набора в каждую баночку с тушью, чтобы они на манер шариков в лаках для ногтей постоянно перемешивали тушь и не давали застаиваться, потому что кто работает с новой тушью, ребят, вы знаете, акриловая, вот эта кахеноровская, она такой густоватой жижицей застаивается на самом дне, и особенно если долго постоит, очень трудно ее размешать, а вот такой шарик помогает. Вдобавок, это я обнаружила не сразу, он примагничивается к перу и держит на себе довольно большую каплю туши. И я стала с этим шариком гораздо реже макать перо в баночку. Попробуйте, по-моему, очень удобно, хотя я даже не ожидала, что будет так здорово. А я тем временем дождусь, пока у этого лайфхака появится еще какое-нибудь полезное применение, и, возможно, через пару лет я сниму продолжение этого видео. Отсоединить шарик от пера очень просто. Для этого нужно перо занести над горлышком баночки, прикрыть сверху крышкой, чтобы между пером и крышкой была небольшая такая щель, которая задержит шарик внутри, и просто вытащить перо, и шарик упадет обратно. Тушь очень быстро высохла, и я смело стираю ее агрессивными диагональными движениями. Никогда не повторяйте этот трюк дома без предварительной тренировки. Я знаю, что у меня очень мягкий ластик и очень плотная бумага, поэтому я не делаю на ней заломы, но у вас могут появиться, если вы не хотите морщинистый рисунок, то лучше стирайте от центров к краям аккуратненькими движениями и не очень быстро. Дальше я развожу немного туши в самые свои красивые рюмочки, из которой нормальные люди пьют какой-нибудь дорогой ликер. Пробую тон получившегося раствора на уголочке между пружинками. Вы можете использовать для этого отдельный листочек, но желательно, чтобы он был из той же самой бумаги, потому что один и тот же раствор туши на разную бумагу может лечь совершенно по-разному, будет казаться либо темнее, либо светлее. Вам нужно иметь представление о том, с чем вы будете работать. Чешую я не стала прорисовывать в виде каждой отдельной чешуйки, просто обозначила такой неровный контур влажного блика, а все остальное залила тоном. Дальше я решила сделать полупрозрачные плавники и хвостик, поэтому
один виднеется за другим. Потом положила немного тени на камнях. В тот момент я еще думала, что у меня будут светленькие легкие камешки, но потом Халк рисовать, Фантомас разбушевался, и я просто залила все тоном. Вы это увидите чуть позже. Пока я рисую волны. Кот, ну ты чё? Меня только что в ультимативной форме постучали лапкой по спине, намекая, что я должна встать из-за этого вашего компьютера и поиграть с котом. Ну, извините, озвучка озвучкой, а котик по расписанию. Я тем временем кладу легкие тени на лицо, которые вообще-то я изначально не планировала. Немножечко затемняю волосы. На волосах я оставляю белым блик, так же как на хвосте. Потом решаю немножечко затемнить грудь, и на этом этапе выясняется, что слона-то я и не заметил. Грудь-то не получилась, ребята, как же так, как теперь жить, а? Грудь не получилась. Это прекрасный повод отвлечься на другие не менее симпатичные части тела и добавить дополнительную тень на хвостик и еще дополнительный оттенок на сам хвостовой плавник. Вообще сначала я хотела делать черное небо, и белый плавник на нем бы очень выигрышно смотрелся. Но потом подумала, что у русалочки такой легкий дневной сон, соответственно, небо будет светлым, и, соответственно, хвостик нужно залить тоном. А дальше, вот он разбушевался, Халк, мой внутренний, который говорит: просто залей все тушью, у тебя еще так много, у тебя целых полрюмочки. Хотя стой, просто залить все тушью недостаточно, добавь еще, сделай темнее. Я добавляю несколько капель туши, проверяю новый получившийся оттенок и углубляю тень под русалочкой на камне. Углубляю тени на самой русалочке более контрастные, потому что хвостик все-таки мокрый. Все глянцевые, блестящие, мокрые объекты, а также металлы имеют более темные тени, более яркие цвета. И когда у нас рядом что-то матовое и что-то блестящее, это очень простой способ показать контраст, разницу материалов, сделать на одном, на матовом, например, на коже, приглушенные оттенки, а на другом, на блестящем, яркие. Немножечко капель я положила на воду, самую малость еще в глубину волос, и на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, расскажите всем, как вам не понравилось. И хорошего вам дня!